Расскажу, что нашел на Антарктиде. Многие это находили, говорят, что-то тут какие-то точечки, какие-то вулканы или горы. Вот. Сейчас посмотрим, что это на самом деле. Давайте сначала измерим. Вот это вот у нас здесь все расположено, пирамида. 182 штуки я насчитал. Ну давайте сейчас для того, чтобы нам все это сделать, давайте сначала измерим примерно расстояние между пирамидами. Вот одна, 9,3 километра между ними. Получается вот такой вот квадрат. Периметр 38 километров, площадью 93, 91, ну, почти 94 квадратных километра. Вот. Но это еще не все. Смотрите, как они тут ровненько выстроены. То есть это какой-то промышленный или промышленность, или какие-то заводы. Но здесь очень много пирамид. Я их посмотрел, сделал фотографии. Сейчас в конце видео покажу. Сейчас сначала все померим. Посмотрим. То есть они идут ровными рядами. И очень огромную площадь занимают. Вот тут я приблизительно поставлю. Так, вот, смотрите, что у нас получилось. Целая батарея пирамид. Огромная территория. Расстояние вот это все, если получилось 1602 километра. И то это еще не все. Здесь вот в этом месте, похоже, здесь еще есть. Потому что вот раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Здесь просто не видно. Там еще льды. А это вот под водой получается Антарктида была береговая линия. Вот она шла береговая линия. А после потопа это все затопило. Вот она береговая линия идет. Вот. И у нас вот все это скрылось под водой. Вот. А после потопа был ледниковый период. И льдами все, что могло снести, все снеслось. Стащило в воду. А вот эти пирамиды, они у нас остались под водой
сверху образовался лед, и льды сверху льдов прошли, и поэтому эти пирамиды остались целые, не разрушились, и потому что они были на глубине под водой. Так, сейчас еще по-другому измерим. Так. То 12 километров в ширину. Так, давайте по-другому еще вот так вот. Так, периметр 463 километра, 58 метров, и площадью 13 310 квадратных километров. Огромная территория, очень большая. Вот. Самое интересное, что они расположены очень точно квадратами. Вот это квадраты, периметр 35, почти 36 километров, а площади 79,91, ну почти 80 площадь. Вот, но это не самое интересное. Сейчас самое интересное я вам покажу. Вот, берем, приближаем, то есть тут у нас ничего не видно. Видите, мутно, ничего не, тут от нас все спрятали. Но силуэты какие-то просвечиваются, вот квадратики. Вот, мы сейчас посмотрим, сделаем скриншот и посмотрим, что у нас от нас там спрятали. Это выставлю. Сохраняем. Сейчас я обработаю. Так, вот обработал через фильтр. Получилось сильно зеленое, но зато видно. Так, смотрите. Одна ступень, вторая, третья, четвертая, пятая, шестая. Так, вот он. Здесь кристалл. Здесь вот еще один кристалл. То есть это действующие пирамиды. Но они, конечно, своеобразной формы такие. Интересные. Так, вот я обработал фотографию. Тут вообще очень интересно получилась пирамида у нас. Причем очень много ступеней. Так, вот давайте посчитаем. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. 15 ступеней на вершине. Кристалл.
Вот здесь вот кристалл. Вот кристалл. Вот кристалл. И вот кристалл. 5 кристаллов на одной пирамиде. Все шикарная пирамида. И очень интересная.